Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Маленькая модница. Сегодня вместе с вами мы будем вязать вот такой ажурный узор из моего детства, из СССР, когда я была еще маленькой девочкой и вязала такой узор. Узор вяжется очень легко. Лицевые и изнаночные петли, 2 вместе с наклоном вправо и влево, и накиды, а смотрится довольно эффектно. Раппорт узора состоит из 14 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Узор очень хорошо смотрится в детских изделиях. Берите спицы в руки и будем вместе вязать. На одну или на 2 спицы простым способом набора с помощью длинного хвоста наберите 17 петель. 14 петель это петли основного узора, 1 петля для симметрии и 2 кромочных. Я набираю сюда на одну спицу. Вот так. Сейчас провяжем с вами изнаночный ряд. Первую кромочную снимаем как изнаночную, нить перед работой, и все остальные петли провязываем изнаночными. Это у нас будет как бы установочный ряд. Мы его провяжем и при этом перейдем на лицевую сторону. И тогда уже начнем с вами вязать первый ряд узора. В конце кромочную также провязываем изнаночной. Вот. Вяжем с вами первый ряд. Первую петлю кромочную снимаем как лицевую. Дальше 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. У меня петли стоят правильно, я их просто провязываю. 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Петли я разворачиваю, у меня они стоят неправильно. 2 изнаночных и последняя кромочная изнаночной петлей провязываем. Первый ряд мы с вами провязали. Вяжем с вами второй изнаночный ряд. Первую петлю снимаем, провязываем 2 лицевых и дальше петли вяжем в изнаночных рядах по рисунку, то есть как смотрят петли. Изнаночные провязываем изнаночными, лицевые лицевыми, накиды провязываем изнаночными петлями. Кромочную также провязываем изнаночной петлей. Вот так второй ряд мы с вами провязали. Вяжем с вами третий ряд. Кромочную снимаем как лицевую, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево. У меня петли стоят неправильно, я их разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой, 2 изнаночных
И последняя кромочная изнаночной петлей. Третий ряд мы с вами провязали. Вяжем 4-й изнаночный ряд. Кромочную снимаем. И все петли вяжем по рисунку. Накиды провязываем изнаночными петлями. Дальше я вам буду показывать только лицевые ряды, четные. Нечетные изнаночные будете вязать самостоятельно. Четвертый ряд мы с вами провязали. Вяжем с вами 5-й ряд. Первую снимаем как лицевую, 2 изнаночных, две вместе лицевой с наклоном вправо, одна лицевая, накид, 5 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных и последняя кромочная изнаночной петлей. 5-й ряд провязан. Вяжем с вами 7-й ряд. Кромочную снимаем как лицевую, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных и последняя петля кромочная, провязываем ее изнаночной. Мы с вами провязали 7-й ряд. Вяжем с вами 9-й ряд. Снимаем кромочную как лицевую, 1 лицевая, накид, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, лицевая и последняя кромочная изнаночной петлей. 9-й ряд провязан. Вяжем 11-й ряд. Кромочную снимаем как лицевую, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 2 лицевых и последняя кромочная изнаночной петлей. Мы с вами провязали 11-й ряд. Вяжем с вами 13-й ряд. Кромочную снимаем как лицевую, 3 лицевых, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
лицевая, накид, 3 лицевых и последняя кромочная изнаночной петлей. 13 ряд мы с вами провязали. Вяжем с вами 15 ряд. Кромочную снимаем как лицевую, 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевых, и последняя кромочная изнаночной петлей. 15 ряд мы с вами провязали. И вот такой раппорт узора у нас получился. Сейчас я вставлю схему узора и условные обозначения к ней, для того, чтобы вы могли сделать себе скриншот. Если данное видео вам понравилось и принесло пользу, поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Это нравится мне и алгоритмам YouTube. И до встречи в следующих видео.